Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Зачастую из-за ошибок при опиле формы ногти получаются вверх растущими. В этом видео рассмотрим, как избежать такой ошибки и как опиливать правильно. А также покажу вам новинки, классные светоотражающие гель-лаки с различными эффектами. Будет интересно, поехали! Посмотрим на ногти. С одной стороны все прекрасно, но если посмотреть сбоку, то визуально некоторые из них кажутся вверх растущими, и особенно ногти на больших пальцах. Все это произошло из-за неправильного опила и постановки пилки. Сегодня выполним коррекцию. Конечно, можно было полностью убрать свободный край, нарастить ногти заново, чтобы они такими не были, но мы будем делать укрепление. При укреплении не так-то просто исправить рост ногтей вниз, есть некоторые особенности в выкладке материала. Посмотрим, что у нас из этого получится. Во время снятия решила обратить внимание на толщину покрытия. На некоторых ногтях на свободном крае она составляет до 2 мм. Конечно, это очень много. Обычно толщина покрытия на свободном крае должна быть не выше 1 мм. Этого достаточно для хорошей носибельности. Толще делать не нужно свободный край, так как он будет перевешивать и возможны отслойки в зоне свободного края. На кончике ногтя вижу белесые участки. Это остатки старой базы. О чем это говорит? Что мастер, выполнявший данный маникюр, не полностью снимал камуфлирующую базу, сверху положил новую. По этой причине и образовалась толщина. Поэтому, если используете камуфлирующую базу, снимайте до ее тонкого слоя, либо под нее кладите тонкую подложку из прозрачной базы и снимайте до нее. Подготавливаем ногти к маникюру. Отодвигаем кутикулу апельсиновой палочкой и шлифуем поверхность при помощи пилки. Кутикула у моей модели небольшая, поэтому будем выполнять аппаратный маникюр. Для того, чтобы ногти не получались вверх растущими, ваша задача со свободного края снять как можно больше материала до тончайшего слоя, либо практически до ногтевой пластины. Мы будем основной объем материала выкладывать в зоне кутикулы, за счет чего визуально ноготь получится не таким трамплинообразным. Хоть кожи у моей модели не так много, но она достаточно сухая. Поэтому для приподнятия кутикулы и зачистки птеригия использую алмазную насадку пламя с синим абразивом. На указательном над кутикулой кожа вся растрепанная, по той причине, что предыдущий маникюр был некачественно выполнен, и модель самостоятельно продолжала ковырять эту кожу, задирая ее все сильнее наверх. Конечно, наш маникюр не ограничивается только ноготком клиента. Наша задача с вами обработать в том числе и эту кожу. Пробуешь делать маникюр, но не получается так, как хочется? Нет четкого понимания алгоритма работы, постоянно пропилы, затеки, отслойки? 26 августа в 18:00 приглашаю тебя на бесплатный онлайн-вебинар «Топ ошибок мастера. Как их избежать новичку и как быстро наработать клиентскую базу». Регистрируйтесь прямо сейчас, ссылка в описании, и получайте в подарок урок опил форм ногтей от А до Я. Сейчас, глядя на эту кожу, даже не скажешь, что выполненному маникюру всего 10 дней. Для шлифовки кутикулы использую алмазный шарик с красным абразивом. Он хорошо убирает мелкие заусенцы, в том числе, которые есть на указательном пальце. Выставляю небольшую скорость, чтобы не прижигать кожу клиента. Если все-таки что-то вас не устроило по шлифовке кутикулы, то это всегда можно доработать аккуратно режущим инструментом. В нашем случае были остатки кожи по синусным поворотам. Видимо, опять же, предыдущий мастер не полностью вычистил птеригии во время маникюра, поэтому его внутри большое количество. Обезжириваю ногтевую пластину и для улучшения сцепки наношу бескислотный праймер на всю ногтевую пластину. Почему на всю? Потому что мы сняли базу практически под ноль до натурального ногтя. В качестве подложки наношу каучуковую пластичную базу. Она будет хорошо амортизировать и давать хорошую сцепку. Она у нас служит в качестве подложки, поэтому слой тонкий, промазывающий. Укрепление будем выполнять при помощи камуфлирующего ботл-геля. Указательный растет в сторону, и это очень частое явление у клиентов. Поэтому сначала достраиваю одну из сторон, чтобы во время опила развернуть рост ногтя в правильном направлении.
И затем, после просушки, вторым слоем выполняем укрепление. Такие ботл-гели очень удобны, потому что мы можем работать так же, как в технике работы с базой, то есть выравнивая от кутикулы до свободного края. За счет средней консистенции материал быстро распределяется. Сейчас видно, что я держу палец вниз, поэтому материал стекает на свободный край. Переверните пальчик и отправьте материал к наивысшей точке. Все укрепили, просушили и теперь выполняем правильный опил. Как же его сделать? Сначала смотрим на ноготочек при виде сверху и формируем заостренный овал, после чего устанавливаю пилочку под ногтевую пластину для того, чтобы правильно опиливать нижние параллели. Там, где есть наплывы материала, прохожусь пилочкой, чтобы торец не был массивным и объемным. После опила видим, что у нас есть излишняя толщина, также потемнел ноготь в период носки, поэтому прочистим его при помощи твердосплавной насадки. Сильно не давлю, только счищая грязь. Теперь приступаем к нанесению покрытия. Я вам обещала показать новинки от Runello. Это светоотражающие гель-лаки различных оттенков. Я, конечно, была приятно удивлена, что сейчас есть не только обычные светоотражающие, но и с магнитным эффектом, с кусочками потали, призма и так далее. Очень здорово, все-таки значит, что этот тренд нас еще пока не отпускает. 4 оттенка магнитные, а 2 с хлопьями юки. Посмотрите, как они переливаются в темноте, и очень красивый блик. Мы выбрали бирюзовый оттенок под платье, которое наденет моя модель на свадьбу к подруге. Гель-лак довольно жидкий, поэтому первый слой наношу очень тонко, прокрашивая под кутикулой кистью из флакона. Добавляю объем для плотности цвета. Теперь прикладываю магнит и формирую блик. Посмотрите, как красиво, как будто звездное небо, и вот эти искрящиеся частички, как звездочки. Не знаю, возможно, у меня только такая ассоциация, какая у вас, напишите в комментариях. В целом мне понравилось работать с этим материалом. Кисточка очень мягкая, как видите, она пушистая и хорошо раскрывается. Единственное, нужно быть внимательным с консистенцией, чтобы не было затеков. Мы подумали, что так оставлять ногти немного скучно, поэтому решили добавить сеточку стемпинга черного цвета. И вот сейчас, по-моему, дизайн обрел окончательный вид. То есть сквозь сеточку просвечивается блеск и выглядит в целом очень круто. Но, конечно же, это будет выглядеть еще куда круче под топовым покрытием. Топ использую с липким слоем для того, чтобы стемпинг не скалывался и хорошо носился. А его остатки вокруг ногтя убираю при помощи ацетон содержащей жидкости. Как считаете, как долго еще будет тренд на светоотражающие гель-лаки? Понравился результат? Ставьте пальчик вверх, смотрите другие ролики с преображением вверх растущих ногтей. Но я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!